Приветствую. Говорит Макс Вольф. Данным рассказом я хотел бы начать очередной цикл видео на канале. В этот раз в разделе «Реликвариум» и под названием «Эстетика героизма». Здесь мы рассмотрим различные ордена и награды времен Второй мировой войны, а в дальнейшем и других эпох. Начнем мы, пожалуй, с самой известной и легко узнаваемой награды мировой истории – Железного Креста. Во время войны я не носил Железный Крест первого класса, ведь я видел, как им награждаются. В нашем полку был еврей по фамилии Гутман, трус каких поискать. Он носил Железный Крест первого класса. Это было возмутительно, это было позором. Я впервые стал носить Железный Крест первого класса, когда уже на родине увидел, как красные обходились с солдатами. Проще говоря, из упрямства. Адольф Гитлер. История Железного Креста уходит своими корнями в эпоху наполеоновских войн. Он был учрежден 10 марта 1813 года, в день рождения умершей королевы Пруссии Луизы Мекленбург-Стрелецкой, вдохновительницы освободительной войны в Германии, прусским королем Фридрихом Вильгельмом III. Толчком к созданию новой германской награды послужило резкое оживление антифранцузского движения после катастрофы, постигшей Великую армию Наполеона в России. Фридрих Вильгельм III сам нарисовал ее эскиз, мало похожий на будущий знаменитый крест. Однако проект известного прусского архитектора профессора Берлинской академии Карла Фридриха Шинкеля был настолько четким, стильным и лаконичным, что король полностью принял его. В основе ордена лежал черный равносторонний тевтонский крест с серебряной окантовкой. Лишенный орлов, корон и мечей, без которых не обходилась в ту пору ни одна прусская награда высокого ранга, он был узнаваем издалека, благодаря четким и простым линиям, а также контрасту черного и белого цветов. С тех пор форма и цветовая палитра Железного Креста практически не менялись. Король повелел о создании ландвера и ландштурма. На шапках этих воинов был укреплен крест с надписью «С Богом за короля и отечество». Это был лозунг Пруссии в этой борьбе. Дабы воздать за храбрость и героизм, Фридрих Вильгельм учредил Орден Железного Креста. «С Богом мы хотим творить великие свершения», — сказал Фридрих Вильгельм своему народу. «Все вы должны объединиться для освобождения Отечества. Чтобы прогнать французов, необходим сильный удар. Нужно взять в руки меч и ружье». В отличие от прочих наград, Железный Крест намеренно изготавливался без использования большого количества драгоценных металлов, из обычного железа в серебряной оправе. Такой подход отражал дух времени. Пруссия получала средства для финансирования освободительной войны с Наполеоном от собственных граждан, которые меняли свои драгоценные украшения на стальные. В те времена был популярен девиз «Gold zu Wehr, Eisen zu Ehr» – «Золото для защиты, железо для чести». Важнейшим аспектом новой награды являлось то, что Железный Крест стал первой европейской наградой, которая вручалась вне зависимости от чина, звания или сословия, но только за боевые подвиги, что крайне сильно повысило ее престиж и популярность. Первые кресты были изготовлены на прусском Королевском чугунолитейном заводе. Первое же в истории награждение Железным Крестом состоялось 19 апреля 1813 года. Первым кавалером новой награды стал 37-летний командир 1-го фузелерского батальона 2-го Померанского пехотного полка, майор Карл Август Фердинанд фон Брокке. Вот так начинался указ короля о создании Железного Креста. «Мы, Фридрих Вильгельм, Божьей милостью король Пруссии» и прочее, и прочее. В нынешнее тяжелое время, когда решаются судьбы нашего Отечества, огромный смысл приобретает необходимость увековечивать в истории заслуги народа. Необходимо, чтобы ни в меньшей степени не понижались та стойкость, с которой народ выносил переносимые тяготы этого железного времени, и то высокое сознание, которое бьется сегодня в груди каждого немца, и которое основывается только на религии и верности королю и отечеству. Поэтому мы решили заслуги, проявляемые сегодня как непосредственно в боях с врагом, так и, кроме того, в борьбе за свою свободу в своей местности, особо отличать, не откладывая награждение на послевоенное время. В соответствии с этим решением мы предписываем следующее. Ввести для награждения за проявленные только в нынешней войне заслуги перед нами и Отечеством Железный Крест в 2 классах
и Большой крест. За отличие в кампаниях с 1813 по 1815 год было вручено 9136 орденов Железного креста второго класса, 668 первого класса и 5 орденов Большого ордена Железного креста. Кроме того, в единственном экземпляре была изготовлена Большая звезда Железного креста, дабы подчеркнуть особые заслуги генерал-фельдмаршала Гепхарда Блюхера, которая также именуется просто как «Звезда Блюхера». Для каждой новой большой войны, в которую вступала Германия 1870, 1914 и 1939 годы, производилось новое учреждение Железного креста, о чем свидетельствовали даты в нижней его части на лицевой стороне. На обратной стороне всегда чеканился год первого учреждения – 1813. С окончанием очередной войны всякие награждения крестом прекращались. Таким образом, крест учреждался за всю историю 4 раза. Стоит отметить, что именно в Первую мировую войну Железный крест становится настоящим символом германской армии. Кавалеры креста первого класса преподносятся как национальные герои. Ярким примером можно назвать Германа Геринга. Адольф Гитлер, кстати, также был награжден этой наградой, которую он, наравне со знаком за ранение и партийным знаком НСДАП, носил до самого конца. Сам Гитлер так писал во фронтовом письме о своем награждении Железным крестом второго класса. «Это был самый счастливый день в моей жизни. Правда, мои товарищи, которые тоже его заслужили, почти все погибли». Из 13 миллионов солдат Железные кресты обоих классов получил почти каждый третий. В то же время, уже во время Первой мировой войны существовала гражданская версия данной награды, вручаемая за деятельность, непосредственно связанную с войной, но не требующую участия в бою. Внешне она ничем не отличалась от боевого креста. Единственное отличие было в ленте, на которой он носился. Получить эту награду могли люди, которые непосредственно не участвовали в сражениях, но способствовали ведению войны – инженеры, снабжение, полевые хирурги. Естественно, что 1 сентября 1939 года, то есть в первый же день войны, Гитлер учредил новую версию. Разительным изменением стало добавление к существовавшим ранее классам рыцарский крест Железного креста, располагавшийся по рангу между крестом первого класса и Большим крестом, который по-прежнему оставался высшей степенью. Он также изменил статус награды, открыв возможность для ее получения женщинам. В то же время Гитлер отменил гражданскую версию креста, вернув данной награде ее изначальный престиж как чисто боевого ордена. Для поощрения тыла были введены другие награды, которые мы затронем в дальнейшем. Уже 2 сентября указ фюрера появился в Reichsgesetzblatt, имперском вестнике законов. Указ о воссоздании Железного креста. После того, как я принял решение призвать германский народ встать на защиту Отечества против угрожающих ему врагов, я восстанавливаю напоминающий о героической борьбе сыновей Германии в предыдущих больших войнах во имя защиты Отечества Орден Железного креста. Статья 1. Железный крест имеет следующие степени и последовательность награждения. Железный крест второго класса, Железный крест первого класса, Рыцарский крест Железного креста, Большой крест Железного креста. Статья 2. Железным крестом награждаются исключительно за особую смелость перед лицом врага и за замечательные заслуги в области руководства войсками. Награждение крестом более высокого класса происходит только после награждения низшими классами. Статья 3. Я сохраняю за собой право награждения Большим крестом за первостепенные действия, которые решительным образом оказали влияние на ход войны. Внешне все кресты образца 1939 года отличались от своих предшественников наличием свастики в центре и надписью 1939. С обратной стороны по-прежнему чеканилась дата 1813 и наносилась маркировка, зависящая от фирмы-изготовителя. В 1870 и 1914 годах в центре креста находились инициалы, соответственно, кайзеров Вильгельма I и Вильгельма II, а в верхней части – стилизованная прусская королевская корона. Восстанавливая орден в 1939-м, Адольф Гитлер приказал вместо своих инициалов добавить в центр ордена свастику, являющуюся символом национал-социализма, чтобы продемонстрировать, что не он лично, но НС-государство является дарителем этой награды. Итак, Eisernes Kreuz zweite Klasse, Железный крест второго класса. Учрежден 1 сентября 1939 года.
награждался личный состав вермахта и партийных организаций за проявленную храбрость и героизм в отдельно взятом боевом эпизоде. Точная дата первого награждения Железным крестом второго класса неизвестна, однако это произошло в первые дни польской кампании. Общее количество награжденных составило более 3 миллионов человек, включая пристежку для данной награды. Сам крест выглядел следующим образом. Он состоял из 3 частей – железной основы, а также лицевой и наружный рамок. Данная оправа в большинстве случаев изготавливалась из серебра, а также из так называемого германского серебра – сплава меди, цинка и никеля. Некоторые последние военные экземпляры содержали только цинк. Основа выполнялась из чистого железа, за исключением морских наград. Восстановление Железного креста 1 сентября 1939 года было настолько неожиданным, что пришлось искать экстренное решение прямо перед его массовым выпуском. Из всех в срочном порядке созданных дизайнов был избран дизайн мастера Эмиля Эшера, основанный на формах более ранних образцов Железного креста, но шире и массивнее. Награжденный Железным крестом второго класса носил ленту, продетую сквозь вторую верхнюю пуговичную петлю мундира. Лента имела традиционные цвета – черный, белый и красный. Сам крест носился, как правило, лишь в день награждения, либо по случаю особого торжества. В случае получения пристежки 1939 года, которая носилась слева на нагрудном кармане, обязательно добавлялась наградная лента, продетая через вторую петлю униформы. Пристежка, или шпага, к награде была введена для тех, кто уже получал ранее Железный крест 1914 года, но вновь отличился уже во время Второй мировой войны. Первоначально награда изготавливалась из серебра, однако в ходе военных действий серебро заменили вначале на металл, покрытый серебром, а затем просто на цинк. Шпага имеет форму орла с распростертыми крыльями, держащего в когтях свастику. Ниже свастики на пластинке в форме трапеции проставлена дата – 1939. Введение пристежки, как абсолютно новой награды, было обусловлено тем фактом, что повторное награждение Железным крестом было невозможно, ведь согласно статуту, Железным крестом награждались исключительно за заслуги, проявленные в конкретной войне. В то же время, многие ветераны Первой мировой войны вновь стали под знамена своей страны, в результате чего возникла дилемма о том, как наградить отличившихся. Ведь с одной стороны, их кайзеровские железные кресты оставались легитимной наградой и украсили собой военные мундиры уже не Рейхсвера, но вермахта. С другой стороны, на новой войне нельзя было получить сразу Железный крест первого класса при наличии второго класса за Первую мировую. Точно так же невозможно было получить и рыцарский крест при наличии обеих степеней Железного креста. Таким образом, пристежка вводилась специально для поощрения героев Первой мировой войны, вновь проявивших героизм и подходящих для повторного награждения. Железный крест второго класса являлся низшей ступенью в иерархии Железных крестов, однако он, тем не менее, высоко ценился среди военных, так как для его получения необходимо было проявить героизм в бою, и его невозможно было получить за выслугу или как-то иначе. Однако, им также награждали за выдающиеся командирские способности. Многие офицеры получили эти награды за действия подчиненных. Эта награда присуждалась также гражданам других стран, воевавших на стороне Германии. Известно, что ее также получили 39 женщин. К примеру, летчица-испытательница Ханна Райч стала первой женщиной в истории, удостоенной данной награды. Второй женщиной стала Эльфрида Внук, получившая орден 19 сентября 1942 года. В свои 26 лет она была сестрой милосердия на Восточном фронте, где пострадала в своем госпитале в результате атаки советского самолета. Из-за тяжелых ранений ей ампутировали ногу. Третьей женщиной стала Марга Драсте, также раненая в результате воздушного налета на госпиталь, но в этот раз уже во время налета западных союзников. Ее действия спасли жизнь оперируемому солдату. 6-ю и 7-ю женскую награды вручили совместно Ильзе Шульц и Гретте Фок. Награды были вручены за неоднократное проявление храбрости во время их действий в составе африканского корпуса. Конкретной причиной награждения стало их поведение во время налета на госпиталь британских ВВС. В то время как прочие бежали в поисках укрытия, обе сестры остались подле хирурга, оперировавшего солдат в критическом состоянии. Известны также и многочисленные случаи награждения детей. Самым юным из представленных Железному кресту второго класса был 12-летний Альфред Цек, старший цукфюрер Юнгфолька, участвовавший в марте 1945 года в боях у реки Одер.
Он был награжден за спасение 12 германских солдат, которых вынес из-под тяжелейшего артобстрела. В дополнение к ордену, его кавалер также получал диплом о награждении. Диплом имел изображение Железного Креста в своей верхней части и начинался словами «Im Namen des Führers und Obersten Befehlshabers der Wehrmacht» именем фюрера и верховного главнокомандующего вермахтом. Далее следовали фамилия награжденного и занимаемая им должность. Подписывался диплом командиром дивизии, но на деле могла присутствовать подпись любого более высокого начальника. Сама подпись заверялась печатью. Однако в реалиях войны диплом зачастую изготавливался подручными средствами, то есть непосредственно на фронте его просто печатали на пишущей машинке, а крест в верхней части рисовали от руки. Eisernes Kreuz erster Klasse – Железный крест первого класса. Учрежден также 1 сентября 1939 года. Условия получения. Кавалер был ранее представлен к награждению Железным крестом второго класса или пристежкой этого же класса за выполнение от 3 до 5 особо трудных заданий и проявление особой отваги в бою. Грубо говоря, от человека требовалось втрое больше, чем для награждения Железным крестом второго класса. Относительно офицеров Люфтваффе. Был ранее представлен к награждению Железным крестом второго класса или пристежкой этого же класса, плюс накопление 5 баллов. 1 балл за уничтожение одномоторного самолета, 2 балла за уничтожение двухмоторного самолета и 3 за четырехмоторный самолет. Все баллы удваивались за боевые действия в ночное время. Критерии для Кригсмарине. Был ранее представлен к награждению Железным крестом второго класса или пристежкой этого же класса за потопление кораблей общим водоизмещением не менее 50 тысяч тонн, за выполнение от 3 до 5 особо трудных заданий и проявленную в бою отвагу. Стоит отметить, что наградные критерии менялись с ходом войны, то есть требования для получения награды постоянно росли. Общее количество награжденных доподлинно неизвестно, однако приблизительно было изготовлено более 450 тысяч наград данного типа. Можно сказать, что Железный крест первого класса являлся пределом мечтаний обычного рядового солдата, так как дальнейшие степени награды считались крайне престижными, и критерии для их получения были весьма строгими. Железный крест первого класса носился на булавке, слева на нагрудном кармане. Большинство солдат заказывали так называемую официальную копию награды, для того чтобы сохранить оригинал в первоначальном виде. При этом многие предпочитали версию награды на винте, поскольку в бою необходимо было иметь достаточно мощное крепление. Вместе с крестом выдавался диплом, такой же, как и в случае с Железным крестом второго класса. Очевидно, что Железный крест первого класса вручался реже, чем Железный крест второго класса. Эта награда присуждалась также иностранцам, активно помогавшим Германии. Известно, что 2 немецкие женщины были представлены к этой награде. Пристежку получали лица, имевшие орден Железного креста за Первую мировую войну и награжденные этим орденом во время Второй мировой. Носилась она на груди, над крестом 1914 года первого класса. Интересный факт. Железным крестом награждались не только люди, но и корабли и подводные лодки. В качестве примера можно рассказать о боевом корабле «Эмдем» и подлодке У-9, которые были награждены Железным крестом и получили право на его изображение на носовой части и на рубке соответственно. После Второй мировой войны поднимался вопрос о восстановлении статуса Железного креста как военной награды. Однако данная инициатива была отклонена с формулировкой, что международное сообщество воспримет это крайне негативно, так как Железный крест прочно ассоциируется с немецким солдатом мировых войн. Тем не менее, ношение данной награды ветеранами допускается, при условии, что оригинальная награда пройдет денатификацию, то есть с нее будет убрана свастика.